Ребят, так как Cadillac Team Russia официальный партнер Liqui-Moly, то достаточно обширная химия присутствует у нас в заказах, и дарим мы много для активных авторов на клубе. Соответственно, кому интересны какие-то продукты, пишите в комментариях, подписывайтесь, будем заказывать их в рамках нашей поддержки или просто покупать. Вот, соответственно, будем на своих машинах тестировать. Вот все, что здесь сейчас на столе стоит, это на самом деле малая часть. Я уже попробовал на своем Кадиллаке, не на одном. Многие люди в клубе очень любят очистку, пропитку масляных фильтров. Естественно, фиолетовое масло ПАО. Это не гидрокрекинг. Кератек вообще лидер. Среди всех белая грязеводоотталкивающая смазка. Тоже супер популярная. Даже сервисы ее активно рекомендуют именно от Liqui-Moly. Поэтому пишите, что хотите увидеть. Вот это я попробовал, достаточно сильно снизился расход масла. У меня, я напомню, маслосъемные колпачки уже подустали, какие-то сальники где-то. Вот, соответственно, потихонечку собираю запчасти на полный ребилд, а пока пробую разные жижи и то, к чему приводит их применение прямо на своей машине. Соответственно, приятного просмотра. Сегодня у нас одна из этих жиж в обзоре. Собственно, свистим вовсю. Тестируем вот такой спрей. Сейчас попробуем на ремни побрызгать. Непонятно, что свистит, где свистит. Не похоже, уже весь мокрый. Блин, непонятно. Все пробрызгал. Либо жижа не работает, либо ролик свистит, хрен знает. Жижа по составу липкая, густая достаточно, когда высыхает, особенно на морозе. На холодную запустился, свистело вчера. Вроде бы все тихо. Наблюдаем дальше. Честно, не произошло, свист остался. Правда, влажность тут немножко повышенная. Еще забыл про один момент рассказать. На следующий день и следующие еще 2-3, наверное, дня, а то и 4, после того, как пролил ремни этой жижей, где-то в районе 1500-2000, наверное, вот где-то в этом диапазоне появлялся странный такой шорох, гул, как будто, я не знаю, как будто ремни там не на какое-то свое место встали, или обо что-то тереться начали, или какой-то ролик там резко как бы пришел там не в состояние рабочее, подшипник развалился. Ну, в общем, какой-то странный такой шорох, гул. Я как бы вначале там испугался своего рода, а потом понял, что это, скорее всего, жидкость таким образом еще там, я не знаю, не приработалась, не впиталась, да, там вот этот ремень, и может быть, где-то на роликах она засохла, потому что брызгал я обильно, и, соответственно, решил подождать. Ну, в общем-то, как я и предполагал, все звуки полностью пропали. Сейчас я не буду говорить. Все, в общем-то, вполне тихая работа, никакого дополнительного шороха нет.
Ремень перестал свистеть. На улице -3. Обычно в такие моменты свистит хорошо. Ну, кстати, тихо. Жижа, видимо, работает не сразу, а имеет какой-то отложенный эффект. Да, тишина. Все-таки чудо произошло.